Всем добрый день. Рад всех приветствовать на нашем традиционном вебинаре. Итак, пока рынки трясет из-за событий на Ближнем Востоке, а инвесторы не всегда до конца понимают, что им делать на фоне, с одной стороны, рисков инфляции, с другой стороны, не всегда адекватных высказываний со стороны представителей ФРС, мы видим в этом одну из лучших точек для входа в некоторые активы за последние месяцы. Ну и сегодня в рамках моего традиционного блока дадим наш взгляд на текущее состояние американской экономики, обсудим тот отскок, который мы наблюдаем в технологическом секторе в последние дни, наше позиционирование в золоте, в облигациях, выделим наших фаворитов среди акций, ну и расскажем, что и почему планируем делать в портфелях в августе. Начнем, как обычно, ситуации на американском рынке акций и вообще в целом в американской экономике. Честно говоря, когда мы готовили этот слайд, он назывался несколько иначе, что-то вроде в ожидании роста, но ситуация быстро меняется, и часть этого роста уже состоялась. Мы видим, что индекс S&P 500 в очередной раз переписал свой исторический максимум, ну и вот вышел из достаточно длительного диапазона проторговки. Мы в предыдущих вебинарах не раз говорили о том, что мы ожидаем там положительной динамики от американского рынка акций, и наша цель, там, в рамках прошлого вебинара мы обозначали ее на уровне 8 тысяч пунктов по индексу S&P 500. Ну и, судя по всему, мы уверенно идем к этой цели. После состоявшегося роста у многих возникает резонный вопрос, а что будет дальше. Мы считаем, что рост продолжится, и на то есть вполне весомые предпосылки, они выделены на текущем слайде. Первая из них – это потенциальная деэскалация конфликта на Ближнем Востоке. Это, наверное, та материя, которую сложнее всего анализировать и давать какие-то прогнозы и ожидания, потому что не до конца понятны мотивы всех участников данного процесса. Поэтому нам больше всего нравится отслеживать то, что происходит и как участники торгов на это смотрят через динамику стоимости нефти и других сырьевых товаров. И мы видим, что с конца июля нефтяные котировки, там, по крайней мере, на нефть марки Brent упали практически там, на 20% с такого локального пика, и сейчас торгуются в районе $80. Поэтому деэскалация в том или ином виде идет. Что будет дальше, вопрос открытый, но, тем не менее, мы считаем, что чем ближе подходим к промежуточным выборам, которые состоятся в США в начале ноября, тем скорее с точки зрения геополитики все будет становиться там чуть более спокойно. Ну и, безусловно, это отразится там на всех активах, потому что там снижающаяся стоимость энергоносителей приводит к снижению инфляционных ожиданий. Это один из факторов, который влияет на снижение доходности на облигационном рынке, и на снижение стоимости доллара США. Ну и, конечно, это благотворно отражается на рисковых активах, ну и помимо всего прочего, геополитика, там все эти военные ситуации добавляют неопределенности, инвесторам сложнее принимать решения по локации своих активов. И мы считаем, что это один из факторов, который будет скорее поддерживать рынок акций. Далее, смена риторики со стороны ФРС с более агрессивной на менее агрессивную. Это то, что мы наблюдали в рамках прошедшего заседания. Следующий фактор – это крайне стабильное состояние американской экономики. И, наверное, последнее, что мы бы хотели сегодня обсудить именно на уровне рынка США, это, собственно, сезон корпоративной отчетности и крайне отличное состояние компаний на микроуровне. Чуть подробнее по 3 последним пунктам мы сейчас постепенно пройдемся. С точки зрения состояния американской экономики. По традиции мы наблюдаем за огромным количеством данных, которые выходят между нашими вебинарами, и подводим такой некий итог. Отдельно хочется, как обычно, сакцентировать внимание на состоянии потребителей. То есть вышли очередные данные по ритейл-продажам в США, и рост месяц в месяц составил 0,5%. Это именно контрольная группа, то есть менее волатильные компоненты в нее попадают. Ну и это очень существенный рост, выше среднеисторического, поэтому потребители чувствуют себя хорошо, продолжают тратить деньги. С точки зрения того, сколько денег есть у потребителей, здесь по-прежнему все нормально. То есть балансы домохозяйств в среднем бьют исторические рекорды. Поэтому у них там есть деньги, чтобы их тратить, зарплаты потихонечку подрастают, рынок труда более-менее сбалансированный. Поэтому потребители денежки тратят, и от этого, собственно, цветет вся американская экономика. С точки зрения опережающих индикаторов по экономике США, недавно вышли буквально на этой неделе опросы в рамках агентства ISM
секторе промышленном и в секторе услуг. И тот показатель вышел очень сильным. То есть все, что выше 50, это хорошо и говорит о расширении экономики. Так вот, в секторе промышленности данные вышли там 55,6, выше ожиданий аналитиков, ну и, естественно, выше 50. С точки зрения сектора услуг, чуть ниже ожиданий, но в любом случае 54,1. Это, в принципе, очень хорошо, и лидирующие индикаторы о том, что может с определенной достаточно высокой вероятностью ожидать экономика США, нас радует. Далее, помимо всего прочего, выходили данные, ну, которые просто по факту характеризуют, там, что происходит в разных там, секторах и категориях американской экономики. Нет смысла там, засорять эфир, обсуждая каждую из этих цифр. Нам в этом плане нравится индикатор от банка Goldman Sachs, который все это собирает в кучу и транслирует в виде ожидаемого темпа роста валового внутреннего продукта, который постоянно обновляется, исходя из того, какие экономические данные выходят. Вот на этой неделе они засекают темп роста ВВП США в третьем квартале в годовом исчислении на уровне 2,7%, что существенно выше там, среднеисторического. То есть экономика США растет, ну и вот, в частности за последнюю неделю этот индикатор вырос на 0,3%, вот, до 2,7%. Поэтому если вот все собрать в кучу, в американской экономике по-прежнему все хорошо, она растет темпом выше среднеисторического. Ну и это очень хорошо, потому что, как вы знаете, там, компании, финансовые показатели компаний, в частности выручка, больше всего коррелируют с номинальным темпом роста ВВП. Если ВВП растет выше среднеисторического, значит в среднем и у компаний все неплохо. Идем дальше. С точки зрения ФРС, то есть на первом слайде я упомянул о том, что там один из положительных катализаторов для роста рынка акций – это смена риторики ФРС. Значит, что я имел в виду? Как вы знаете, ФРС сменился руководитель, был Пауэлл, теперь организацией руководит Кевин Ворш. Под его руководством состоялось там 2 заседания. Первое заседание было воспринято, ну, наверное, как такое достаточно ястребинное. Он очень уверенно говорил о том, что он будет прикладывать все усилия для того, чтобы обуздать инфляцию. Это его ключевой приоритет, вот, и у него там это получится. Ну и, в принципе, инвестиционное сообщество восприняло это как факт, вот, и это было отражено в том, как отреагировали именно облигации, как они себя вели после заседания. Что мы видели? Доходности облигаций краткосрочных, там, двухлетних, например, они выросли, то есть цены на облигации попадали. А длинный конец, там, 10, 20, 30 лет, динамика была другая, то есть доходности снизились, цены выросли. То есть что это значит? Это значит, что инвесторы подумали, окей, для того, чтобы победить инфляцию, нужно повысить ставку. Значит, соответственно, нужно продать краткосрочные облигации. Но при этом, если ставку так вот активно поднимут, это в последующем приведет к тому, что инфляция снизится. Соответственно, длинный конец, наоборот, надо покупать, потому что скорее цены на них вырастут. Соответственно, вот инвесторам в облигации то, что говорил Кевин Ворш в рамках первого заседания, понравилось. И сразу после заседания мы наблюдали, что участники торгов начали закладывать 2,4 повышения процентных ставки по 0,25% на горизонте 12 месяцев. Это то, что вот как рынок воспринял заседание. Но после этого прошло второе заседание, и оно было воспринято кардинально иначе. Реакция была диаметрально противоположной, то есть краткосрочные облигации, доходности на них снизились, а длинный конец, наоборот, пошел вверх. Инвесторы засомневались в том, что Кевин Ворш там эффективный руководитель и что он действительно с инфляцией справится. Именно это и начали там прайсить. И для инвесторов в облигации это было такое событие негативное, потому что там распродажа на длинном конце кривой – это крайне неприятное мероприятие, когда у тебя большие портфели там бандов, в том числе средних и долгосрочных. Вот, то есть некоторые его высказывания были восприняты как не до конца адекватные. Это было видно по отчетам, которые вышли после заседания от больших инвестбанков, и трактовали кто на что гораст. Кевин Ворш сказал, что он будет снижать объем коммуникации с инвестиционным сообществом, даже там предложил снизить количество заседаний ФРС, в рамках которых решаются принимать решения по процентной ставке с 8 до 4. Вот. Ну и это показалось весьма сомнительным. Вот. Но в целом для рынка акций событие, скорее положительное, потому что было 2,4 повышение процентной ставки в рынке на горизонте 12 месяцев. Но в рамках последнего заседания, как вы видите на слайде, это сократилось до 1,6. Вот. То есть практически там одно целое повышение процентной ставки из рынка услуг за это время.
А, Это, безусловно, там, положительный катализатор для рынка акций. Что будет происходить дальше? Ну, понятно, что это вопрос вероятности, но мы видим здесь, по сути, там два сценария. Один там, более положительный, другой там, менее положительный, но оба точно неплохие. Ну, безусловно, ФРС анализирует то, как рынки воспринимают пресс-конференцию, как рынки воспринимают высказывания Кевина Ворса, ну и делают какие-то выводы. Очевидно, что реакция рынка не очень понравилась ФРС, поэтому вполне вероятно, что все-таки они будут вынуждены прийти к тому, чтобы повысить процентные ставки просто для того, чтобы вернуть больше доверия со стороны инвестиционного сообщества. И вот буквально, мне кажется, перед текущим вебинаром выходила новость, что там кто-то из ФРС общался с Financial Times и сказал, что вот Кевин Ворд прям готов поднять ставку в сентябре, и мы видим, что там вероятность повышения ставки в сентябре несколько подросла. И, может быть, даже это будет и правильное решение, один-два раза поднять ставку для того, чтобы инвесторы успокоились. И не факт, что это в конечном счете там плохо скажется на рынках. То есть, если говорить про облигационные рынки, скорее к рынкам вернется, к регулятору вернется доверенность, и опять же там доходности на длинном конце могут на этом фоне даже снизиться. Для рынка акций вначале скорее волатильность, вот если это будет происходить именно в таком ключе, то есть ставки будут повышены, вырастет, но на среднем долгосрочном горизонте нужно понимать, что когда мы смотрим на акции, в особенности на акции компаний с высокими мультипликаторами, у которых существенная часть их прибыли находится где-то вот в будущем, для них важны не то, где находятся ставки в настоящий момент, а на самом деле, где находятся доходности 5, 10, 20-летних казначейских облигаций, потому что именно эти доходности закладываются в модели дисконтированных денежных потоков, и таким образом определяется справедливая стоимость бумаг. Поэтому если среднесрочные и долгосрочные облигации перестанут на них расти доходность, а скорее снизится, в конечном счете это будет положительно воспринято со стороны инвесторов в акции. Это первый сценарий. То есть ФРС нужно будет вернуть доверие и для этого там, поднять 1-2 раза процентные ставки. Ну и второй сценарий, если все-таки мы увидим устойчивую деэскалацию на Ближнем Востоке, то, в принципе, из этого уже уйдут те самые инфляционные риски, и, может быть, ФРС на самом деле и ничего делать не надо будет. Не надо будет ставку повышать, как бы инфляция начнет снижаться, и, в общем-то, всем будет от этого и так хорошо, но это, наверное, самый благоприятный сценарий для рынка. Значит, идем дальше. Сезон корпоративной отчетности. На текущий момент, наверное, 2/3 сезона уже прошли, крупнейшие компании по большей части своей отчитались. Ну и можно уверенно говорить о том, что сезон выдался прям рекордным. С точки зрения цифр, если посмотреть на то, как выросли в среднем прибыли на акции компаний, которые входят в индекс S&P 500, то мы видим какую-то вообще просто космическую цифру. Год к году выросли на 45%. Но если убрать из этой цифры бумажную переоценку инвестиций, потому что часть технологических компаний, не только технологических, они инвестировали в том числе в непубличные компании, типа там Anthropic, OpenAI, на них постоянно растут оценки, постоянно происходят новые раунды. Ну и у компаний из этого появляется в том числе такая бумажная прибыль на уровне переоценки их инвестиций. Так вот, если исключить эту компоненту из темпов роста прибылей, мы все равно получаем цифру прироста прибыли на 26% год к году при ожиданиях 22%. Ну, то есть на самом деле это прям зашкаливающие цифры, рекорды, и, ну, как бы при таких вводных и при отсутствии каких-то черных лебедей, ну, объективно рынок акций, он обречен на рост. Помимо прибылей, там буквально несколько цифр, выручка выросла на 14% год к году, а рентабельность в среднем компаний, которые входят в индекс S&P 500, где-то показывает на уровне 16,7%, и был побит рекорд предыдущего квартала, когда рентабельность была 14,8%. То есть, как ни посмотри, компании отчитываются супер. Вот. Но понятное дело, что прибыли компании – это такой основной долгосрочный драйвер роста там, вообще, в принципе, динамики акций. Вот, поэтому, если подытожить, вот то, с чего начинался первый слайд, в принципе, вот все сейчас в кучу собрали. То есть первый фактор там, деэскалации, о нем я проговорил ранее. Далее, общее состояние американской экономики. Американская экономика чувствует себя хорошо. На микроуровне в компаниях тоже все хорошо. Ну и ФРС пока выглядит, наверное, более мягким, чем изначально ожидалось. Из рынка ушло там, практически одно полное повышение процентных ставок. И это очень хорошо. Значит, далее перейдем к конкретике, то, на какие сегменты рынка мы сейчас смотрим, какие сегменты рынка мы добавляем активно в портфеле. И хотелось бы начать с производителей чипов, потому что в рамках, наверное, последнего месяца этот
сектор рынка пострадал сильнее всего. Коррекция на уровне широких ETF на полупроводников там, в США составила там, с максимального уровня до минимального порядка 28%. Если посмотреть на какую-то его отдельную часть, ну, наиболее, наверное, волатильную и очень перспективную, это производители чипов памяти, то они корректировались там с пика до минимума на 45%. То есть, на самом деле, такие зашкаливающие, на первый взгляд, цифры. В чем была причина той коррекции, которую мы наблюдали? В основном причина были не с точки зрения фундаментальных показателей, не потому, что у компании что-то плохо происходит там в бизнесе, а потому что там во главу угла вышли именно такие технические факторы. Во-первых, тот рост, который мы наблюдали ранее, он был очень быстрым и очень бурным. И это создало такое избыточное позиционирование в данном активе. И плюс ко всему, в определенном регионе мира, а именно в Южной Корее, инвесторы достаточно азартные, они активно использовали плечевые инструменты, и все это в какой-то момент привело к тому, что на рынке действительно там царила эйфория в данном секторе. Вот, огромное количество плечей. И после того, как сектор начал снижаться там, на фоне там, любых, в принципе, событий, просто кто-то прибыль зафиксировал, это такой начало носить лавинообразный характер. Инвесторам начали прилетать маржин-колы, принудительные закрытия, там, огромные продажи на рынке. И это все привело к тому, что вначале сектор сильно разогнали, а потом очень быстро все это сдулось и перешло в зону достаточно сильной перепроданности. К слову сказать, там была такая интересная статистика с рынка Южной Кореи, что, по-моему, около 3,5% взрослого населения страны получило маржин-колы. Представляете вообще масштаб того, насколько инвесторы были активно вовлечены в этот трейд? Просто колоссальные какие-то цифры. Ну и сотни тысяч людей полностью стерли в ноль свои счета. Ну, конечно, такие события там, отражаются на рынке. Собственно, примерно это мы и наблюдали. Помимо всего прочего, выходили новости со стороны китайских компаний, в частности, там компания Moonshot выкатила свою модель языковую Химика 3. Ну и по традиции там рассказывали о том, что она была создана с использованием намного меньшего объема первоначальных инвестиций. Вот, по аналогии с тем, что мы наблюдали с компанией DeepSeek там ранее. Вот, но в итоге там прошло ряд расследований, и, в принципе, было там доказано, что компания Moonshot в том числе использовала передовые чипы NVIDIA, которые были там размещены где-то в Таиланде. Поэтому, ну, это такая новость. Просто в моменте день-два там несколько влияло на котировки. Вот. Но в основе всего именно такая техническая распродажа из-за избыточного позиционирования в рынке. Вот. Но при этом, опять же, с фундаментальной точки зрения, ничего в худшую сторону не изменилось. Идем дальше. Я бы даже сказал наоборот. То есть, понятное дело, за счет чего, в принципе, рос этот сектор полупроводников. Там ключевая причина в том, что там, гиперскейлеры, большие технологические гиганты, там кучу денег тратят на инвестиции в искусственный интеллект, и там одна из ключевых статей расходов – это, собственно, те самые чипы. Так вот, сезон корпоративной отчетности подходит к своему завершению, и ключевые гиперскейлеры уже отчитались, и мы можем уверенно говорить о том, что Капекс пока даже не думает снижаться. Вы видите там на слайде, что по ожиданиям, вот уже после состоявшейся отчетности этих компаний, прогнозы по капитальным расходам были повышены как на конец 2026 года, так и на весь 2027 год. То есть пока вот аналитики ожидают, что в 2027 году объем капекса от этих компаний превысит $1 триллион. То есть на самом деле мы видим, что компании продолжают тратить деньги, и мало того, они наращивают объемы своих инвестиций. Ну и существенная часть этого денежного потока в итоге осядет в карманах производителей чипов. Поэтому фундаментальный тезис, он не только не ослаб на покупку чипмейкеров, а он на самом деле даже усилился. Исходя из этого, мы, безусловно, пользуемся текущей коррекцией для того, чтобы наращивать экспозицию в наиболее интересных его сегментах. Это вот, наверное, первый блок, который хотелось подсветить. Далее я хотел коснуться акций самих гиперскейлеров, потому что это второй сегмент на американском рынке акций, который мы там активно наращивали и видим, что вот рынок это подтверждает. Акции этих компаний существенно выросли за последние дни. Вот. Но мы считаем, что это как бы далеко не предел, скорее там рост, может, с какой-то волатильностью, но продолжится. Почему нам нравятся акции этих компаний? Ну, с точки зрения оценок, да, важно понимать, что компании торгуются по достаточно низкому мультипликатору по сравнению с среднеисторическим. Мы видим мультипликатор на уровне там, PE 17,5 против среднего с 2018 года там, чуть менее 30.
Потому что, ну, рынок закладывает, наверное, такие чрезмерные опасения относительно того, оправданы ли те расходы, которые несут эти компании. Как мы понимаем, там, если взять в среднем когорту гиперскейлеров, то там, в этом году, наверное, у них отрицательный денежный поток, он станет там, у кого-то отрицательный, у кого-то положительный, но в среднем там около нуля свободный денежный поток. И, конечно, это как бы многих напрягает, потому что инвесторы, наверное, не очень привыкли к таким огромным расходам со стороны технологических гигантов, потому что ранее жили в несколько иной парадигме. Но, опять же, стоит отметить, что прошел сезон отчетности, и мы видим, что на самом деле у этих компаний ускоряется там просто выручка. А ведь именно ради этого эти самые капитальные расходы и идут, для того, чтобы нащупать новые направления бизнеса, увеличить его маржинальность и в конечном счете увеличить темп роста выручки. И это начинает проявляться. То есть на самом деле именно поэтому менеджмент компаний достаточно легко там тратить деньги, мало того, начинает потихонечку там все больше и больше занимать их на рынке, потому что понимает, что там на горизонте года, двух, трех, четырех это все приведет к росту объема их бизнеса. Но инвесторы очень консервативные, все помнят пузырь 2000-х годов, поэтому многие говорят о том, что пузыри, они как бы не повторяются, просто потому что у инвесторов есть вот боль того времени, и вот они заранее этого сильно боятся и не дают этому пузырю в принципе возникнуть. Вот, поэтому мы видим крайне низкие оценки. По нашему мнению, неоправданно низкие оценки на уровне там 17,5 ППЕ. При этом, если посмотреть на финансовые показатели, то рост прибыли по 2026 году составит порядка 54%, вот, что намного выше в среднем того, что мы видим у всех остальных компаний в индексе S&P 500. То есть ситуация такая, что оценка ниже в среднем по S&P, а темп роста прибылей выше в среднем по S&P. Мы считаем это не очень справедливо. Вот, поэтому мы там присматриваемся, ну не что присматриваемся, мы активно покупаем на самом деле акции этих компаний, ну и наши фавориты, они, их можно вот увидеть на слайде. Безусловно, есть там куча положительных тезисов, почему мы считаем, что американский рынок акций там продолжит свой рост. Тем не менее, всегда нужно помнить о рисках и за ними внимательно следить для того, чтобы понимать, что вот если что-то начнет идти не по плану, нужно будет там разворачивать эти трейды. С точки зрения там ключевых рисков, мы бы в первую очередь отметили сезонность. Август, сентябрь традиционно слабые сезонные месяцы для рынка акций. И, наверное, текущий год, он особенно негативный в этом ключе, потому что в период, в года промежуточных выборов обычно вот, примерно месяца за 3, в течение 3 месяцев до наступления этих выборов, рынок акций демонстрирует там около нулевую динамику. Вот. А, слово сказать сразу, после выборов рынок достаточно сильно отрастает, причем вообще независимо от результата, какие партии выиграли, какие проиграли. Вот это нужно учитывать. Ну и плюс конфликт на Ближнем Востоке, у него есть как бы положительный сценарий будущего развития, но не стоит забывать и про отрицательный сценарий, который тоже вполне может реализоваться. Поэтому все это нужно отслеживать и соответствующим образом там, принимать решения. Учитывая негативную сезонность и предстоящие выборы, мы пока видим там в рынке силу. Мы считаем, что этот рост вполне может продолжиться, но не исключаем, что вот в ближайшем будущем начнем какие-то рисковые позиции сокращать и добавлять в портфели такие более защитные сектора, вот для того, чтобы этот период времени там пересидеть, может быть, в менее рискованном портфеле. Вот. Но пока это как бы вот заряжено на полную катушку. Ну и также не стоит забывать про рынки за пределами США. Наш традиционный слайд. Мы сторонники такой широкой географической диверсификации, потому что будущего никто не знает, и диверсификация – это ключ вообще к риск-менеджменту. В принципе, регионы, которые нам нравятся, они не поменялись, все те же самые вы видите на слайде. И плюс важно отметить, что вот та самая негативная сезонность и выбор, это по большей части это касается Соединенных Штатов Америки, поэтому добавление экспозиции на другие регионы может в том числе сыграть роль определенного хеджа. Нам нравятся все из представленных здесь вот, стран и регионов, но отдельно сегодня хотелось бы, наверное, поговорить про Китай. Нам очень нравится то, как чувствует себя фондовый рынок страны. Стоит обратить внимание, что там с начала июля там очень популярный ETF KWeb прибавил больше 20%, опередил большинство других регионов. Многие на это особо внимания не обратили, но мы это видим и считаем, что это вполне заслуженно. И на самом деле, если посмотреть вообще на такой более длинный график, тот рост, который мы пока наблюдали, это еще такая, так скажем, пыль на рояле, и
движение может быть существенно большим, вот, то есть, там десятки процентов вполне могут произойти. Почему? Ну, первый тезис, он уже такой, всем набил оскомину, тем не менее, это дешевая оценка, да, которая длительное время преследует китайский рынок акций, это легкое позиционирование, потому что китайский рынок в портфелях там, среднестатистического там, большого инвестора, он сильно недовешен. Вот. Ну и, соответственно, рекордное отставание от других регионов. Поэтому, конечно, там сохраняется существенный потенциал роста, когда там, туда начнут возвращаться, по-настоящему возвращаться большие деньги. Далее важный катализатор – это ну, прям такой супер прогресс у китайских технологических компаний. То есть мы, начиная от того, что мы обсуждали, это компания Monsh с ее новой языковой моделью, примерно то же самое мы видим у многих других компаний, например, у компании Alibaba. Поэтому на самом деле китайские технологические компании, они могут и уже создают продукты, которые вполне себе конкурентоспособны с американскими аналогами, но при этом за существенно меньшие деньги. Да, то есть мы имеем классные технологии намного дешевле. К тому же в ближайшее время будут проходить IPO у многих компаний. Многие компании будут выделять свои и наиболее технологичные бизнесы, связанные с ИИ, в отдельные структуры и проводить в рамках них IPO, что позволит кристаллизовать стоимость. Вот. И это очень положительный фактор в целом для китайского рынка акций. Мы ждем этого от компаний Baidu, Kuaishou, Alibaba. Ну и государственные стимулы. То есть в очередной раз, там, на этой, на прошлой неделе мы видели заголовки о том, что там Китай готов вновь врубать стимулирующие меры, в частности, льготные кредиты, поддержка инновационных проектов, там, начиная от полупроводников и заканчивая робототехникой. Все это в совокупности создает весьма такой благоприятный сетап для прям настоящего отскока на китайском рынке, пока не то, что мы еще наблюдали, хотя 20% тоже немало. Поэтому Китай с точки зрения альтернативных рынков пока наш вот фаворит. Наверное, с точки зрения рынка акций все. Далее переходим к облигациям. Здесь постараюсь вот кратенько рассказать. На самом деле мы сохраняем все тот же осторожный подход. Облигации в среднестатистическом сбалансированном портфеле у нас недовешены. Нам не нравится корпоративный сегмент рынка, потому что премии за риск очень низкие. С точки зрения treasuries, с одной стороны, доходности торгуются где-то там на достаточно высоком уровне, там вверху диапазона, в районе там, десятилетки торгуются 4,6, иногда ходят на 4,7. Но пока, по нашему мнению, это все еще недостаточно привлекательно для того, чтобы увеличивать здесь экспозицию. Вот. Мы это вполне вероятно будем делать, но при каких-то неадекватных там прострелах выше, если они произойдут. То есть если мы увидим рост куда-нибудь там 4,8, 4,9, может быть, до 5, но тогда мы начнем это делать просто потому, что, наверное, это будет не очень адекватно. Пока мы стоим вот в этом недовешенном состоянии в облигациях, мы, честно говоря, в этом году еще ни разу об этом не пожалели. Вот. Здесь мнение мы не меняем. Ну и золото. Значит, обсудим золото. Стоит отметить, что за последние 2 дня золото пробило важные технические уровни. В $4200 значит, пошло выше. Это важный технический уровень, плюс прошли выше 50-дневной скользящей средней. На фоне чего это произошло? Ну, во-первых, там на фоне падения нефти. Во-вторых, мы видим, что индекс доллара, да, вот вообще индекс доллара DXY длительное время торговался в достаточно таком широком, но диапазоне. Примерно, наверное, с апреля 2025 года он торговался, и верхняя его граница была 100.5. Последний месяц этот диапазон был пробит вверх, мы сходили куда-то на 101,5, но, безусловно, это оказывало давление, в том числе на все металлы и на золото. Но вот на фоне того, что падает нефть, на фоне того, что риторика ФРС стала менее, наверное, жесткой, из рынка ушло там практически одно повышение процентной ставки, и на фоне того, что на этой неделе там была такая совместная интервенция со стороны там, Японии и со стороны США, там поддерживали иену, на большие объемы ее купили, и мы увидели, что индекс DXY вернулся вниз в этот диапазон, торгуется там ниже 100, и, безусловно, это поддержало в том числе золото. Вот. Плюс ко всему там разные выходили новости, там, центральные банки продолжают активно скупать золото, Китай сильно наращивается. Вот. Ну и, там, к примеру, Центральный банк Южной Кореи впервые за 13 лет начал снова покупать золото. Вот. Это все оказывает поддержку металлу, в нем он долго консолидировался, вот вышел в 4200. Посмотрим, насколько это устойчивое движение. Мы, наверное, склонны считать, что оно пошло,
Вот, поэтому точно так же удерживаем полную экспозицию. Возможно, в какие-то моменты еще будем добавлять золото. Поэтому то, что происходит на рынке в последние дни, нам, безусловно, очень нравится. Каждый четверг в нашем телеграм-канале мы выпускаем аналитические отчеты, где делимся нашим позиционированием в акциях, в облигациях, в золоте. И в целом, каждый день в Телеграме мы оперативно подсвечиваем все то, что не успевает выходить в формате большого еженедельного выпуска на YouTube. Ссылка на наш канал и полезные материалы в описании. Обязательно подписывайтесь.